рядом со мной находится Даурен Кыстаубай, известный так же как Адрен. Адрен, расскажи немножко про свое возвращение в Counter-Strike. Насколько я знаю, ты забил на Counter-Strike 1.6 и вдруг решил вернуться в составе ВП в Counter-Strike Go. Как вообще происходило твое возвращение и почему именно состав ВП? Изначально я попробовал игру CSGO. Думал, вдруг понравится. Почему бы нет? Потому что я играл до этого Counter-Strike Source, то есть начинал с него, можно так сказать. И первый чемпионат, который я выиграл, это был как раз таки Counter-Strike Source. В Казахстане? Да, в Казахстане. И мне эта игра очень нравилась. Думал, CSGO в чем-то похож, в принципе. На одном движке, насколько я знаю. Вот, и поиграл... С CS 1.6? Нет, с CSGO. То есть с Source, да. Они похожи на одном движке. Вот. Поэтому мне эта игра нравилась. Я думал, почему бы не попробовать CSGO. Поиграл там буквально первые 2 дня. Я понимал поначалу, что это не та игра, которую я думал, что буду играть. То есть она мне не так сильно нравилась. После где-то 20 часов игры я понял, что это очень хорошая игра. После мы как-то списывались с Карасем. С Ангелом. С Ангелом. У нас были какие-то общие цели, мы как бы, так сказать, не завершили свое начатое дело. То есть оба хотели стать, может, чемпионом Европы или хотя бы чемпионом мира, хотя бы раз выиграть какой-то чемпионат крупный. Вот. Пришли к тому, что надо собирать состав по CSGO. То есть игра нравится и мне, и ему, и многим, думаю, что она скоро понравится. Поэтому мы решили собирать состав. Потом Ангелу поступило предложение от Virtus.pro, чтобы собирали состав. И вот как-то так срослось, что мы собрали половину состава для начала. Там был я, Кучер, Ангел и Эвил. Насчет 5-го мы очень долго думали, то есть выбирали разные кандидатуры. Очень много игроков было, которых мы не хотели взять, но многие игроки уже были заняты, так как играли в других составах. А сколько у тебя сейчас часов наиграно в Steam CSGO? Около 600, да, часов, так примерно. Ну вот, положа руку на сердце, нравится игра или все-таки нет? Нет, вот сейчас я могу с точностью сказать то, что CSGO мне больше нравится, чем 1.6. Да, после того, как я поиграл в Asus, то есть как я первый раз начал играть в 1.6 после CSGO, для меня это была большая разница. Как будто, знаешь, я сел на Денди и играю в Марио. Это то же самое, то есть и стрельба уже не та, и какие-то моменты не контрятся, то есть и движения уже не те. То есть полностью я так привык к CSGO, что в 1.6 уже как будто забыл играть как. Хотя вот в эту игру играл уже больше 6 лет. А почему вы решили играть Asus по 1.6? Вы тренируетесь, насколько я знаю, только в CSGO. Просто, наверное, как бы дань старому, это, то есть для вас турнир как бы for fun. Ну, да, можно сказать, больше как for fun, потому что совпали даты так, то что Asus шел через неделю StarLadder. И мы подумали, что неплохо было бы убить 2 зайцев одним выстрелом, попробовать как бы старую игру, попробовать силы этим составом именно. И, конечно же, подготовиться на буткемпе к StarLadder. Потому что у меня пинг очень большой, там как бы увидеть на лане с ребятами, это было бы очень хорошо. Неплохой был опыт в 1.6 на Asus, так как у нас был какой-то свой тимплей в 1.6. Все равно игры похожие по структуре, можно сказать так. Динамика, конечно, разная. Опыт получили. Как вы будете готовиться к StarLadder? То есть у вас неделя лан-буткемпа, так понимаю. Ты где живешь сейчас? С ребятами живем на квартире. Адрес я точно не помню. Но не нужно. Не важно, да. То есть расскажи немножко о сезоне StarLadder. Как он для вас проходил и тоже такое лирическое отступление, немножко об игре с Na'Vi. Насколько я знаю, у них не очень успешный, скажем, старт, уже не получается, если положа руку на сердце. Как ты вообще отнесся к их игре и к их результатам, и вообще каким для вас был сезон? Изначально StarLadder мы расценивали как просто прак. То есть нам интернет для нас был для начала как просто подготовка к клану, какому-либо, на следующий год.
Мы готовились, мы хотели попробовать свои силы, думали, StarLadder это будет очень хорошим началом для нас, как бы для опыта. Потом, после первых выигранных игр, мы поняли, что в принципе можно и побороться за попадание на лан. С течением каких-то обстоятельств мы поняли, что мы очень много игр начинаем выигрывать вначале, и надо уже реально бороться за выход в лан. Что касается команды Na'Vi, то мы понимали, что на данный момент мы сильнее их, потому что мы провели больше времени в CSGO. Знаем больше фишек и раскладов, нежели они. Но я думаю, что пройдет месяц-два, и ребята поймут, как играть правильно в нее. То есть, можно сказать, Na'Vi уже чемпионы, как бы действующим. Для меня не действующий чемпион, как в 1.6. Тимплей у них все есть, просто им надо наработать стрельбу и пару каких-то фишек. Ну вот если как бы совет давать какой-то игрокам или тем же Na'Vi, потому что общавшись с Ангелом, он говорил, что вас вначале просто все убивали, там сорсеры просто вот сносили, подчастую вы ничего не могли сделать. Что бы ты посоветовал, как привыкать к этой игре? Ну, как в любой другой игре, это, конечно, задротство по 12 часов в день. Ну, и, конечно же, стрельба. Здесь очень сильно решает стрельба. Потому что мы, когда начинали играть, да, Карась правильно сказал, что Ангел, что нас перестреливали все, неважно кто, любая команда, нас просто переезжали, бегали, зажимали, там, все, что хочешь. Потом мы решили, что нам надо тренировать стрельбу, больше уделять время CSDM, аймапам, позициям, каким-то, уже привыкать. После этого уже начали какие-то появляться результаты. То есть мы начали убивать со своих позиций, мы начали перестреливать сорсеров, которых было очень тяжело поначалу. Ну и постоянно работая над стрельбой и тимплеем, мы дошли к тому, что нас уже стало не так уж легко перестреливать. А какая техника стрельбы? Насколько я знаю, там нельзя зажимать, полностью другая физика, есть тройными пулями, одна какая-то схема. Какие еще есть? Так, скажу по отдельности, отличается от 1.6 вообще кардинально. С калаша, как я стреляю по очереди по 3 пули. Стрейф, 3 пули, стрейф, 3 пули, стрейф, 3 пули. Когда надо, зажимаю, то есть в упор. Близко. Да, близко. И прицел опускаю чуть ниже, чем в 1.6. Также и с кольта. С кольта, в принципе, можно стрелять и по пуле, но не так быстро. И зажимается также, прицел надо опускать ниже, чем в 1.6. Вот и все, что могу сказать насчет стрельбы. Насколько я знаю, разработчики CSGO очень сильно следят за развитием своей дисциплины, своей игры. Чувствуешь ли ты какое-то усовершенствование игры от патча к патчу? То есть, может, у вас брали какой-то срез мнения по поводу тех или иных моментов? Потому что я знаю, что разработчики ездят за командами на турнир, там на СВЦ не ездили и брали какой-то срез мнений игроков. Как ты вообще относишься к изменению баланса? Да, я вот очень сильно почувствовал разницу между тем CSGO, который был в начале, и который сейчас есть сейчас. Я буквально где-то недели 2 назад пересматривал старые записи игр, где играли Na'Vi против Fnatic. В каком-то DreamHack, по-моему, если помнишь, нет. Там они играли, там вообще был другой CSGO, это был какой-то Call of Duty. Шоу-матч был. Да, был шоу-матч, это был реально какой-то Call of Duty, я смотрел. Сейчас я смотрю, это вообще другая игра, там очень много патчей вышло, и то, что они делают, то есть ходят за командами на чемпы, это очень хорошо влияет на апдейты. Я думаю, со временем, где-то через полгода, игра будет настолько идеальной, что можно будет в нее играть еще лет 10. Другой вопрос. CS Pro Mod. Буквально сегодня выходит следующий патч, 1.10, по-моему. Игра, вот я лично в нее играл, она по стрельбе, по физике очень напоминает 1.6. Ее поддерживает владелец ЕГЭ, Алекс Гарфилд. И, насколько я знаю, они сейчас нашли деньги, нашли разработчиков, вернее, программистов, которые будут дальше работать над этой игрой. Играл ли ты в промод? Как думаешь, есть ли шанс промода пробиться и, может, скажем, перекрыть CSGO? Я даже не качал, смотрел только скриншоты промода и читал там пару статусов, все не прочитал, что он говорил сначала, что выйдет игра, которая понравится всем, а следующий статус, который он посвятил также промоду, оказался, что не тот CS, который нужен. Оказалось так. То есть, что
КС промод оказался таким промодом, он написал, по-моему, так, цитирую его. Не думаю, что промод сможет как-то задавить CSGO. Во-первых, это игра Valve, а Valve очень много средств уже потратили, насколько я знаю, на CSGO. То думаю, что тупо отдавать инициативу к промоду они не станут. Ну, я думаю, что все-таки, поскольку промод построен на движке Team Fortress стал бесплатным, и поэтому, может, как-то через Greenline дистрибутив будет распространяться, но, в общем, это другая как бы история. Какие у тебя планы на следующий год, цели, может быть? Расскажи немножко о своей личной жизни. Раньше, насколько я знаю, ты ездил в Китай, пробовал учиться, завершил ли ты учебу? Расскажи немножко о своей жизни. Ну, пока учеба приостановилась у меня в Китае, там мне надо еще отучиться год, чтобы закончить полностью. Ну, конечно, теперь мне придется отучиться 1,5 года, так как мне надо будет сначала повторить то, что я проучился, и добить то, что я начал. Так я живу в Алмате, как бы занимаюсь своими делами и параллельно играю в Virtus.pro. Конечно, тяжело сейчас играть, потому что разница во времени очень большая. Считай, с Европы у нас разница в 5 часов. Тренировки у меня начинаются с 9-10 вечера и заканчиваются иногда бывает до 6 утра. То есть сейчас мне очень тяжело, ну, я как бы планирую, там есть у меня несколько задумок, пока не буду говорить насчет чего. Планы на будущее, это, конечно, сейчас выиграет StarLadder, у нас очень сильный настрой такой, наверное, на StarLadder. В 2013 посетить пару лан-турниров и тоже, конечно же, побороться за топ-3. Ну, я тоже слышал, что будет много турниров, как минимум там, на 500 тысяч долларов, это большой призовой фонд на все турниры в 2013 году. Спасибо тебе за интервью, Доран. Желаю удачи в StarLadder, на StarLadder и вообще. Спасибо.